Всем привет! Сегодня переходим к серии роликов про методы, как осваивать базовые наши знания про фехтование. Поговорим сегодня про перемещение по ресталищу и про то, как делать упражнения дорожки, для чего использовать, как выполняется. Ну, первое, мы зачем вообще по ресталищу ходим, зачем нам ногами передвигаться? Первое, самое главное, мы должны занять на ресталище позицию как можно ближе к центру, чтобы от нашей спины до ограждения было как можно большее пространство. И чтобы как можно меньшее пространство было от противника до ресталища за его спиной. Зачем это нужно? Лучшая защита – это на самом деле шаг назад, самая простая. Не надо ничего выдумывать, просто вот противник нацелился, прицелился, придумал себе в голове хитрый план. Сейчас он сделает финт, потом влетит, сделает серию с обетовым щитом и начал делать. Вы сделаете шаг назад, он проваливается с первым же действием, и вся его атака поломана. И все это классно работает, пока у вас есть куда отступать. Потом вы встречаете ресталище, и все-таки приходится как-то фехтовать, но этот запас по дистанции за спиной вам все время нужен, потому что ошибки в защите, какие-то провалы случаются всегда, и всегда они лечатся только шагом назад. Дальше. Перемещаться по ресталищу нужно, чтобы подобрать дистанцию до противника, с которой вам комфортно атаковать в данный момент, из которой противнику атаковать вас еще некомфортно. То есть путем выбора дистанции выбрать момент, когда вы атакуете, а противник вас еще нет. Такая вот игра. Ну и дорожки. Это то, что мы делаем с учениками на каждой тренировке. Это у нас прямо стандарт, и вам тоже советую. Вот, началась тренировка, выбрали там 4 каких-то дорожки стандартные. Я так и говорю, приходят люди на тренировку, там делаем стандартные дорожки. И в квинте. И они все знают, что делать. Я могу в телефончике посидеть, еще что-то поделать. Это должно быть на каждой тренировке. Это основа тренировки перемещений. Как делается? Вот 4 стандартных дорожки, которые мы делаем, я вам покажу. Обычно мы их делаем в квинте. Просто встаем в статичную защиту. Здесь щит у нас. Меч поставили и ходим. Первая дорожка. В правосторонней стойке простой шаг. Идем весь зал лицом вперед, потом весь зал спиной вперед. Вторая дорожка. Поменяли стойку. И в левосторонней стойке пошли то же самое. Прошлись. Шаг со сменой стойки. Встали в квинту и пошли менять стоечку. И назад. И шаг со сменой стойки плюс простой шаг. Мы меняем стойку и делаем простой шажочек. Сменили стойку, сделали шаг. Можно назад то же самое делать. Человек учится держать защиту в движении, то есть его ноги двигаются независимо от положения рук. Это непросто, это трудоемко удерживать положение корпуса, плечей, рук в движении. Это труднее, чем просто стоять на месте, но необходимо. Как можно использовать? В принципе, любые технические действия, и удары, и защиты, и переходы, и связки какие-то, переходы из защиты в удары. Все их можно и даже нужно тренировать в дорожках. Особенно если в один у вас партнера нет, вы взяли, находили дорожку, штук 50, все, вы классно потренировались. Ну, примеры. Например, двоечку можно поделать с шагами. Прямой в голову и обратный в голову. Придумали себе схемку и по ней поработали. Я сейчас каждый шаг буду делать один удар. Сначала прямой в голову, потом обратный в голову. Раз, два, раз, два. И назад. Раз,
два. Раз, два. Походил. Там чувствую, не хватает мне там четкости обратного удара. Прекрасно. Берем, становимся на дорожку и погнали. Там. На каждый шаг замах и удар. Можно отрабатывать переходы из защиты в защиту, тоже мы часто практикуем. Самый популярный — это переход из терции в квинту. Из терции в квинту, из терции в квинту. И поехали. Каждый шаг мы делаем переход из терции в квинту. Довольно трудоемкое упражнение, можно как физуху давать. Пам-пам, пам-пам, пам-пам. И спинка вперед пошли. Можно со сменой стойки. Делайте тренировку. Во-первых, стандартные дорожки, чтобы у всех от зубов отскакивало. Я сам тренируюсь, когда, сколько уж лет, но я делаю дорожки каждую тренировку. Я прихожу в зал, разминаюсь, делаю дорожки, потом делаю все, что угодно другое. Это важно. Ну, раз ролик получается длинным, много говорили, еще скажу. Старайтесь как можно меньше делать отработки в статике, без шагов. Сведите к минимуму вот эту вот работу. Бить балду, стоя на месте, отрабатывать связки, стоя на месте. Не знаю, что еще на месте. Удары отрабатывать, стоя на месте по воздуху. Старайтесь, это только вот, когда вы совсем на базовом уровне осваиваете движение. Например, вам надо сконцентрировать внимание на то, как у вас на замах идет меч, потом бьет. Когда с этим разобрались, переходите сразу к отработке с шагами. Всегда это лучше делать шагами, это нужно делать шагами, иначе вот, получается неудобная ситуация. Я тоже поначалу этим грешил. Мы работали только на балде, только стоя, и спарринги делали, и все. В принципе, так этим многие занимаются. И в итоге получается чего? Вы бьете балду, доводите себя до совершенства в этом деле, вы можете бить ее бесконечно, очень быстро, очень сильно, и кажется, что противник будет уничтожен на ресталище. Потому что если вы действительно побить человека, как вы бьете балду, то он просто развалится. Но когда вы выходите в бой, получается все не так. Получается, что вы не можете по нему попасть, когда вы по нему попадаете, он смещается, вы не можете продолжить, например, свою любимую серию. Вы пытаетесь дергаться, как-то подлаживаться, и на это уходит невероятное количество сил. И вот вы прямо в доспехе можете бить балду час, а на ресталище вы умираете за 20 секунд. Это прямо история из жизни, это я не обманываю. Отрабатывайте все движение.